Как государство управляет климатом. Когда на горизонте появляются странные облака, которые ни с чем не сравнить, когда дождь начинает идти в то время года, когда его быть не должно, когда снег падает в южных широтах, где его давно никто не видел, мы начинаем задаваться вопросом: а кто же все-таки управляет климатом? Ответ может вас удивить. Это не природа, не случайность и даже не Бог, если говорить о версии, принятой в научном мире. Это государство. Да, именно так. За кулисами глобальных изменений климата скрывается невидимая рука человеческого вмешательства. И она действует с поразительной точностью, масштабом и, как ни странно, осознанностью. Представьте себе картину. Солнце светит ярче обычного, но над городом плывут непривычные для глаза следы, словно следы от самолетов, только слишком часто повторяющиеся и слишком равномерные. Люди поднимают головы вверх, фотографируют, обсуждают. Кто-то называет это химией в небе. Другие считают теорией заговора. А третьи просто наблюдают, ничего не понимая. Но что, если за этим стоит не просто фантазия, а целые программы, финансируемые государствами, направленные на изменение погоды и климата? История управления климатом началась еще в середине 20 века. В то время ученые начали экспериментировать с возможностью воздействовать на погоду. Первым таким опытом стало искусственное вызывание дождя путем засева облаков йодистым серебром. Эта технология, получившая название модификации облаков, применялась в различных странах, включая США, Израиль и Россию. Но со временем интерес к этой теме вырос, исследования переросли в нечто большее. Теперь речь шла уже не о том, чтобы устроить дождь на поле, а о том, чтобы влиять на климат в масштабах целых регионов, а возможно и всей планеты. Сегодня существует множество программ, которые официально признаются правительствами, и столько же остаются вне поля зрения общественности. Например, проект HAARP – высокочастотная активная ионосферная исследовательская программа, долгое время вызывал споры. Расположенный в штате Аляска, он изучал ионосферу, используя мощные радиоволны. Некоторые утверждали, что HAARP способен вызывать землетрясения, цунами и другие катаклизмы. Хотя официальные люди опровергали эти слухи, закрытие проекта в 2014 году лишь усилило подозрения. Но вернемся к более прямому влиянию на климат. Одним из самых известных направлений является стратосферная инъекция аэрозолей. Суть метода проста. В верхние слои атмосферы вводятся частицы сульфата, которые отражают солнечный свет обратно в космос. Таким образом снижается температура на поверхности Земли. Звучит как идеальное решение проблемы глобального потепления. Возможно. Но есть проблема. Во-первых, мы до сих пор не знаем всех последствий таких манипуляций. Во-вторых, кто будет решать, насколько охлаждать планету? Ведь 1 градус тепла или холода может кардинально повлиять на урожайность, уровень моря, частоту ураганов и состояние экосистем. Технологии модификации солнечного света не ограничиваются только аэрозолями. Существуют проекты по созданию искусственных облаков над океанами, чтобы отразить больше солнечного излучения. Есть идеи по использованию зеркал в космосе, которые будут блокировать часть солнечного света перед тем, как он достигнет атмосферы. Эти технологии пока находятся на уровне концепций, но некоторые из них уже проходят предварительные испытания. Важно понимать, что работа с климатом – это не только наука, но и политика. Когда речь идет о планетарных изменениях, невозможно обойтись без международного сотрудничества. Однако здесь возникают вопросы: кто принимает решения? Какова роль транснациональных корпораций? Можно ли доверять государствам, которые сами не всегда могут договориться по вопросам экономики или безопасности? И, что самое важное, как контролировать такие действия, если они проводятся в тайне? Один из самых тревожных моментов – это возможность использования климатических технологий в военных целях. Еще в 1975 году ООН приняла Конвенцию о запрете использования средств изменения окружающей среды в качестве средства войны. Но насколько строго соблюдается этот запрет? Известно, что во времена Вьетнамской войны Соединенные Штаты использовали технологию засева облаков для увеличения количества дождей на тропической дороге Хошимина.
Цель была простой – сделать дорогу непроходимой для противника. Эта операция получила кодовое название «Папай». Результат был успешным, но последствия оказались разрушительными для экосистемы региона. Сегодня, через почти 100 лет после первых экспериментов, технологии стали значительно мощнее. Представьте себе ситуацию. Одна страна начинает массированное охлаждение своей территории, чтобы защититься от жары. В ответ другая страна, соседняя, страдает от недостатка осадков. Третья, расположенная дальше, сталкивается с изменением направления ветров и миграцией животных. Четвертая теряет урожай из-за внезапного похолодания. И все это происходит не потому, что так решила природа, а потому, что кто-то нажал кнопку на компьютере где-то в лаборатории. Такой мир становится крайне уязвимым и непредсказуемым. Еще один аспект – это коммерческое использование климатических технологий. Компании, занимающиеся сельским хозяйством, авиацией, страхованием и даже туризмом, могут заказывать искусственные осадки, отгонять ураганы или управлять снежным покровом. Это открывает дверь для нового рынка, где климат становится товаром. И если сегодня можно купить прогноз погоды, завтра можно будет заказать конкретную погоду. Вопрос в том, кто будет платить за такие услуги, а главное, кто будет их предоставлять. В России, например, давно используются технологии засева облаков для борьбы с засухой и обеспечения осадков в нужных регионах. Российские специалисты утверждают, что эффективность этих методов составляет около 60%. Но опять же, точные данные и независимые исследования редко становятся достоянием общественности. То же самое происходит в Китае, где власти активно работают над системой контроля погоды. По некоторым данным, Китай намерен расширить свои возможности в области модификации климата до такой степени, что сможет управлять погодой на территории размером с половину страны. Особый интерес представляет собой связь между управлением климатом и информационными технологиями. Современные алгоритмы машинного обучения позволяют моделировать погодные системы с высокой точностью. Искусственный интеллект может предсказывать, какие действия окажут наибольшее влияние на климат, и предлагать оптимальные варианты вмешательства. Это делает управление климатом еще более точным и менее заметным. Мы можем даже не знать, что за окном идет дождь не благодаря природе, а благодаря решению компьютера. Однако самым опасным является то, что эти технологии могут применяться без согласия населения. Если правительство решит, что необходимо снизить температуру на несколько градусов, оно может начать выбрасывать аэрозоли в стратосферу, не спрашивая мнения граждан. При этом последствия такого вмешательства могут быть непредсказуемыми, от изменения уровня озона до сбоя в работе спутников и даже влияния на здоровье людей. У нас нет четкого механизма международного контроля, который мог бы остановить такие действия. Международное сообщество находится в состоянии замешательства. С одной стороны, технологии управления климатом могут стать ключом к решению проблемы глобального потепления. С другой, они могут превратиться в инструмент давления, манипуляции и войны. Сегодня ведутся дебаты в рамках ООН, IPCC и других организаций. Но единого мнения нет. Кто-то призывает к осторожности, другие – к немедленным действиям. Третьи требуют полного запрета на любые эксперименты с климатом. Важно также понимать, что управление климатом – это не только технический вопрос, но и этический. Кто имеет право решать, какой должна быть погода? Кто будет отвечать за ошибки? Что делать, если одно государство своим вмешательством нанесет ущерб другому? И, наконец, как мы можем быть уверены, что эти технологии используются во благо, а не во вред? Существуют организации, пытающиеся привлечь внимание к этим вопросам. Например, Институт управления климатом при Оксфордском университете разрабатывает этические принципы использования технологий. Один из них – принцип транспарентности. Все действия должны быть открытыми и доступными для анализа. Другой – принцип справедливости. Никто не должен нести ущерб из-за действий других. Третий – принцип участия. Решения должны приниматься с участием всех заинтересованных сторон. Но как реализовать эти принципы на практике, особенно если речь идет о секретных программах? Мир стоит на пороге новой эпохи, в которой климат станет не просто фоном жизни, а ее активным участником.
Мы будем не только адаптироваться к погоде, но и создавать ее. Однако с этим приходит и огромная ответственность. Пока одни хотят использовать климатические технологии для спасения планеты, другие рассматривают их как новый инструмент власти. И если мы не начнем сейчас обсуждать эти вопросы, то очень скоро будем жить в мире, где климат больше не принадлежит природе, а контролируется людьми. Поэтому важно не только знать о существовании этих технологий, но и участвовать в диалоге. Поддерживайте открытость информации. Следите за законодательством. Обсуждайте эти темы с друзьями, коллегами, политиками. Требуйте ответственности от тех, кто принимает решения. И помните, каждый из нас живет под одним небом. И от того, как мы будем управлять им, зависит не только наша погода, но и наше будущее. Не останавливайтесь на просмотренном. Узнайте больше. Прочитайте научные статьи. Посмотрите документальные фильмы. Посетите лекции экспертов. Подпишитесь на рассылки независимых исследовательских центров. Станьте частью движения за прозрачность и безопасность в вопросах климатического управления. Только вместе мы можем сохранить баланс между наукой и этикой, между прогрессом и природой, между властью и свободой. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.